Добрый день, дорогие пекари! Недавно в моем телеграм-канале мне задали вопрос, как сделать не гладкую глянцевую, а такую с трещинами корочку на ржаном хлебе. И даже сбросили фотографию примерного внешнего вида такого хлеба. И сегодня я решила вам показать и рассказать, как делается вот такая корочка с такими красивыми трещинками. Этот хлеб сделанный по рецепту ржаного чуда, то есть тесто здесь на ржаное чудо, но внешний вид у него совершенно другой, необычный для этого хлеба, с рваной красивой коркой. Давайте начинать, я вам все сейчас расскажу и покажу. Итак, приступаем к изготовлению неровной, шероховатой, рваной, красивой корочки. Здесь у меня тесто, оно уже поднялось. Для того, чтобы сделать корочку, нужно хорошо присыпать мукой тесто. И то же самое сделать с поверхностью стола. Берем скребок, при помощи скребка отделяем тесто от стенок миски и переворачиваем. Тесто вышло. Рядом ставлю подготовленную корзину. Корзина тоже хорошо обработана мукой. Дальше тесто заворачиваю вовнутрь, аккуратно. Можно помогать себе скребком. И в этом случае, как я делаю иногда с пшеничным хлебом, я расстаиваю то швом вверх, то швом вниз. Расстойка будет швом вниз. Переворачиваем. И прокатываем этим самым швом по вот этой мучной поверхности на столе. Подформовываем круглый хлеб. В отличие от пшеничного хлеба, здесь мы не делаем никакого натяжения. Нужно просто подформовать круглый хлеб. Присыпаем поверхность еще. Подхватываем. Можно сделать это руками, можно сделать при помощи скребка. И укладываем на расстойку в корзину швом вниз. Все, оставляю на расстойку, как обычно. Сейчас чуть-чуть подровняю, чтобы он у меня покруглее был. Оставляю на расстойку на положенное по рецепту время. Порядка 45-60 минут у меня займет расстойка. Прошло 50 минут. Хлеб у меня уже начал трескаться, это значит, что он расстоялся. Вот здесь сбоку идут подрывы. Не такие равномерные трещины, как у меня на финском, но я, собственно, и не добивалась рисунка с этой стороны. Мы будем печь швом вверх, то есть это будет нижняя часть хлеба. Для начала выпечки ставлю кипяток в духовку. Духовка у меня разогрета на 270 градусов. Выкладываем тесто на бумагу. Аккуратно снимаем. Лишнюю муку можно обтряхнуть. Видите, как он раскрывается? Вот этот самый шов начинает раскрываться. Выпекать я буду 10 минут с паром при 270 градусах. Потом я понижу температуру до 230-220 и допеку еще примерно минут 30, может быть 35. Вот такой получился хлеб с такой красивой короной, с художественными надрывами. Это происходит за счет формовки. Вы видели, я прокатывала хлеб по столу. Образовались складки, которые сейчас при выпечке раскрылись, в том числе и за счет пара, который я подавала в начале выпечки. По-моему, вполне симпатичный художественный получился хлеб. Делайте корочку глянцевой, если вам хочется. Делайте корочку вот такой вот художественной, с красивыми надрывами и трещинами, если вам хочется получить красивый, ремесленный, настоящий хлеб. На этом все. Подписывайтесь на мои ресурсы, приходите ко мне на курсы. Я провожу обучение онлайн для всех желающих. Будем больше знать, будем более осознанно выпекать хлеб, продолжим с вами печь и испечем еще много всего интересного.